течение недели врачи неустанно пытались принять роды, но потерпели неудачу. Сообщение о том, почему ребенок не мог родиться, повергло их в ужас. Это был обычный день в центральной больнице, где врачи спешили по коридорам, а медсестры разбирали медицинские карты, в то время как пациенты задерживались в зонах ожидания. Однако эта обыденность была нарушена всеобщей суматохой. На самом деле атмосфера была наполнена ощутимым напряжением, а из конференц-зала, где медицинский и административный персонал интенсивно обсуждали непонятный случай, доносились жаркие дискуссии. В центре переполоха оказалась юная Кора, 20-летняя женщина, находившаяся в родильном отделении, чьи роды были прерваны из-за чрезвычайного осложнения, несмотря на то, что она была госпитализирована почти на неделю. Никому еще не удавалось принять роды у ее ребенка. Эта ситуация беспрецедентна. Строгим голосом воскликнул старший врач, хлопнув ладонями по столу. Зал наполнился какофонией криков и споров. Некоторые врачи неистово жестикулировали, в то время как другие обменивались обеспокоенными взглядами, стараясь оставаться профессионалами в критической ситуации. Каждая вспышка гнева и стук по столу отражались от стеклянных дверей, отделявших горячую дискуссию от тихой приемной. Шепот, эхом разносящийся по коридорам, только усиливал гнетущую атмосферу. В этот момент в своей палате лежала молодая женщина, отчаянно нуждавшаяся в нашей помощи. «И все же мы были бессильны вмешаться», – кричала пожилая женщина-врач. Ее голос дрожал от гнева, она яростно размахивала руками в сторону администрации больницы, которая призывала к спокойствию, несмотря на царящий вокруг хаос. Администраторы, явно ошеломленные, попытались разрядить ситуацию, сказав, что «пожалуйста, поймите, что эта ситуация сложная и включает в себя нечто большее, чем просто роды». Однако мы должны тщательно продумать стратегию, чтобы предотвратить как медицинскую, так и юридическую катастрофу. Казалось, их мольбы остались неуслышанными, поскольку зал наполнился негодованием. Имя Кора стало символом заброшенности и скорби во всем учреждении. Она была изолирована в своей палате в течение нескольких дней, ожидая помощи, которая, казалось, так и не поступила. В углу палаты стояла Элис, недавно назначенный хирург, известная своей смелостью и напористостью. Однако постоянное давление и разочарование сказались на ней за эти изнурительные дни. Свирепый взгляд и решительная осанка ясно говорили о том, что она непоколебима в своем решении. Преисполненная решимости помочь Коре родить ребенка, она была готова рискнуть своей профессиональной жизнью. Позади нее спешил административный персонал, пытаясь ее перехватить. Начальник отдела раздраженно крикнула: «Элис, вернись немедленно. Ты рискуешь своей карьерой». Не останавливаясь, она смело ответила: «Это не имеет значения. Я должна принять роды сегодня, если она подождет еще немного. Это может быть слишком опасно. Если вам придется, уволите меня позже». Ее заявление эхом разнеслось по коридору, заставив зрителей восхищаться решимостью молодого врача. «Элис, на тебя подадут в суд». Один из администраторов окликнул ее, надеясь удержать, но она, не испугавшись, быстро повернулась к ним и заявила: «Тогда идите и подайте на меня в суд. Но этот ребенок родится сегодня». Некоторые из ее коллег-врачей начали следовать за ней. Некоторые тихо аплодировали в знак восхищения ее храбростью, в то время как другие колебались. Обеспокоенные возможными последствиями, тем не менее, было ясно, что большинство из них поддерживают ее срочную миссию. Необходимость обеспечить безопасное прибытие ребенка была очевидна, и все остро осознавали риск для жизни Коры. Добравшись до палаты молодой матери, Элис с силой распахнула дверь, и ее глазам предстала душераздирающая сцена. Кора, которой было всего 20 лет, лежала, распростершись, с таким большим животом, что казалось, ее хрупкое телосложение едва могло его выдержать. Цвет ее лица был пепельным, глаза ввалились, тело дрожало так, словно каждое мгновение было борьбой за выживание. Стоявший рядом с ней 23-летний муж Джейсон крепко сжимал ее руку. В его глазах отражались тревога и надежда. Очевидно, он очень хотел, чтобы это тяжелое испытание закончилось и его семья была цела. Удивленный появлением доктора, он поднял голову и спросил: «Доктор?» Элис глубоко вздохнула и быстро двинулась вперед, заявив: «Давай, Кора, пора в операционную, мы приступаем прямо сейчас».
Джейсон быстро поднялся. Его глаза наполнились облегчением и радостью. Он с готовностью ухватился за этот шанс, словно это было его спасением. И в ответ Кора уронила единственную слезинку, которая скатилась по ее щеке. Это были те слова, которые она мечтала услышать. «Слава Богу!» Слабо пробормотала она, но прежде чем ситуация смогла проясниться, яростный крик нарушил атмосферу. «Вы не тронете мою дочь!» – проревела женщина с другого конца комнаты. Это была Хлоя, мать Коры. Ее лицо пылало от ярости, а взгляд был пронзительным, как огонь. Элис ненадолго остановилась, встретившись взглядом с разгневанной женщиной, которая теперь направлялась к ней. Хлоя яростно продолжила. «Я уже ясно дала понять, что никто не собирается вмешиваться». Ее жесты были решительными, усиливая и без того растущее напряжение в комнате. Джейсон молчал, стиснув руки в попытке сохранить самообладание. Кора, подавленная и усталая, начала тихо плакать, но доктор стояла на своем, ее голос был твердым и повелительным. «Прошла неделя с тех пор, как вы помешали нам помочь вашему внуку появиться на свет», – решительно возразила она, понимая, что время на исходе и дальнейшие споры бесполезны. Элис начала отсоединять каталку Коры от стены больницы. «Хватит. Я принимаю роды. С вашего согласия или без него? Без дальнейших проволочек». Элис продолжила готовить каталку Коры, не обращая внимания на продолжающиеся возражения Хлои. Хлоя попыталась вмешаться, преградив ему путь. Но Элис была непоколебима, без малейших колебаний. Доктор быстро вывел молодую женщину из палаты, несмотря на громкие протесты Хлои. Элис была непреклонна, готовая довести борьбу до конца. Коридоры больницы оглашались шумом, нарушая обычную безмятежность полнейшей суматохой. Крики Коры-мать, переполненные эмоциями, кричала со смесью ярости и отчаяния, сопротивляясь доктору, который удерживал ее. «Вы не можете этого сделать!» – закричала она хриплым от волнения голосом, обвиняя доктора Элис во вмешательстве в их личные дела, но доктор, хотя Фейбл сосредоточила свой взгляд на потолке, ее собственные слезы текли по щекам по мере того, как она осознавала реальность происходящего. Тем временем вспышки гнева Хлои продолжались, ее голос разносился по коридору, привлекая внимание пациентов из соседних палат. Ее пыл был ощутим, как будто она защищала что-то гораздо более важное, чем сиюминутные интересы дочери. В отличие от нее, решимость Элис была кристально ясна. Она была полна решимости спасти и молодую женщину, и ее ребенка. Кто не мог позволить себе никакой задержки? По мере того, как врач все настойчивее перемещал каталку, лавируя между медсестрами и окружавшим их хаосом, возникали вопросы. Как могло случиться, что молодая женщина неделю боролась с родами без эффективной помощи медицинского персонала? Почему ее мать была так категорически против родов? Ответы на эти вопросы кроются в переплетении простых истин и запутанных реалий. Кора была далеко не обычной молодой женщиной. Ее происхождение было окутано тайной. Она была дочерью Хлои, духовного лидера сообщества, которое больше походило на культ. Хлоя возглавляла очень замкнутую и почитаемую группу, основной верой которой было поклонение Вселенной, рассматривавшей ее как высшую творческую сущность. Эта группа поддерживала неприкосновенность природного мира, строго избегая любого вмешательства в то, что они считали космическим порядком. Их образ жизни был особенно архаичным. Напоминая о 1800-х годах, они поддерживали свое существование за счет сельского хозяйства, поддерживали друг друга сообща и избегали всех форм современных технологий, включая электричество. Освещение исходило от свечей и канделябров, и они избегали печатных материалов, веря в устную передачу знаний, чтобы сохранить чистоту своего учения. Дети, выросшие в таком суровом окружении, Кора воспитывалась в соответствии с жесткими доктринами своей матери. Само ее имя было данью уважения небесным силам, которым они поклонялись с юных лет. Потеря дочери была чем-то большим, чем просто разлад в семье. Это был прямой вызов ее убеждениям и авторитету. Несмотря на жаркий конфликт, Кора упорно отстаивала свою независимость и в конечном итоге получила определенную степень свободы. Хлоя, опасаясь, что ее дочь может совсем сбежать,
Неохотно согласилась, чтобы Кора общалась с другими подростки из города, учились в обычной школе, а позже получили высшее образование в колледже. Именно там Кора познакомилась с Джейсоном, жизнерадостным человеком. Это был беспрецедентный случай, когда кто-то из их семьи женился на посторонней женщине, что усугубило и без того ожесточенные конфликты между матерью и дочерью. Хлоя, известная своим жестким лидерством и вспыльчивостью, сочла невыносимой перспективу потерять контроль над дочерью. «Ты собираешься разрушить все, что мы построили!» Она кричала во время их столкновений. В ее голосе звучала ярость, но Джейсон тем временем осознавал напряженность, стремясь только к безмятежной жизни с Корой. Он терпеливо отнесся к ситуации, но враждебная позиция Хлои глубоко расстроила его. Ее властный тон и строгий взгляд заставили Джейсона, по уши влюбленного в Кору, немедленно согласиться. К сожалению, в 18 лет Кора столкнулась с трудностями, которые были необычны для других ее ровесников, и 21-летний Джейсон сделал все, что мог, чтобы облегчить ее бремя. Пара жила в общине и, несмотря на строгие традиции, стремилась к спокойствию. Тем не менее, их главным стремлением было выйти за рамки привычного и вести обычную жизнь вдали от гнетущих правил. В этих обстоятельствах выяснилось, что Кора беременна. Хотя это должно было стать радостным сообщением, вместо этого оно вызвало смешанные эмоции. Кора была в восторге от перспективы материнства, но в то же время огорчена дальнейшим вовлечением в культ, которого требует ее мать Хлоя. Хотя поначалу и была возмущена, осознала, что ее внучка может увековечить ее родословную и убеждения общества. Община обрадовалась этой новости и быстро решила, что из ребенка сделают следующего духовного лидера, который пойдет по стопам Коры. Врач вызвал супружескую пару, чтобы обсудить тревожные результаты. «Мне жаль сообщать вам, Кора, но ваша беременность протекает в условиях крайне высокого риска. Рост ребенка сильно напрягает ваш организм, а попытка естественных родов может поставить под угрозу ваши жизни, поэтому настоятельно рекомендуется раннее кесарево сечение. Обеспечу безопасность вам и вашему ребенку». Они ожидали, что новость будет сенсационной, и, как и ожидалось, реакция Хлои была бурной. «Вселенная диктует время родов, а не ты», – воскликнула она, разъяренная предложением о кесаревом сечении. «Мой внук родится естественным путем, когда ее сын выразил свое желание, никто не знал». Она смелилась прикоснуться к дочери Хлои, и ее гнев разнесся по всему дому, а ее заявления прозвучали для Хлои с неопровержимым авторитетом. Со временем сама мысль о медицинской процедуре стала вопиющим нарушением естественных принципов, которые она страстно защищала. Отношения между Корой и ее матерью ухудшались. Кора чувствовала себя все более беспомощной перед безжалостными требованиями матери. Ее самочувствие неуклонно ухудшалось по мере приближения назначенной даты кесарево сечения. Из-за бесконечных ссор, в которые были вовлечены Кора, ее муж и мать, здоровье Коры было серьезно подорвано. Она была готова к операции, но Хлоя была категорически против, яростно заявив: «Ты не сделаешь этого, пока я жива». Пыл Хлои не угас. Даже когда Кору срочно доставили в больницу, атмосфера в больнице была гнетуще напряженной. Наполненный долгими спорами и страданиями, Кора, заметно ослабевшая и побледневшая, едва находила в себе силы говорить. Ее руки дрожали, когда она сжимала руку своего мужа Джейсона, который быстро терял терпение. С каждым мгновением состояние его жены ухудшалось, и его гнев по отношению к теще усиливался. Его озадачило, что Хлоя, видя слабое состояние своей дочери, продолжала ставить свои убеждения превыше безопасности дочери. Она могла умереть? «Хлоя, ты в своем уме?» Он кричал, его голос эхом разносился по стерильным больничным коридорам, но Хлоя, всегда непреклонная матриарх, относилась к своему зятю с неизменным презрением. В ее сердце всегда было место для него. Судьба распорядилась так, что моя дочь произведет этого ребенка на свет естественным путем. Нет, не важно, что кто-то пытался сказать или сделать. Она была тверда и решительна в своем ответе. Непоколебима, когда врачи пытались повлиять на нее. Хлоя придерживалась логических и медицинских рассуждений.
несмотря на то, что Кора достигла совершеннолетия, чтобы принимать самостоятельные решения. Постоянное вмешательство ее матери и последовавшие за этим конфликты сделали невозможным проведение запланированного кесарево сечения. Тем временем Кора молчала, ее глаза были полны слез, что отражало ее страх не пережить роды. Она чувствовала, что ее энергия иссякает. И все же давление, вызванное ожиданиями матери, сковывало ее, в больнице царил хаос. Врачи перешептывались между собой, администраторы обменивались тревожными взглядами, а сотрудники перешептывались об ужасной ситуации. Все понимали серьезность состояния Коры, но никто не осмеливался действовать, опасаясь юридических последствий после недели безуспешных попыток облегчить роды. Ее мать упорно отказывалась. В этот критический момент доктор Элис достигла предела своих сил. Воодушевленная разочарованием и храбростью, она воскликнула: «Хватит. Я не могу стоять в стороне и смотреть, как эта молодая женщина погибает из-за нашего бездействия». Ее голос эхом разнесся по коридорам, решительный и ясный, без колебаний перед возможными последствиями. Она покатила каталку скорой в операционную. Кора посмотрела на доктора Элис, по ее щекам текли слезы, в глазах были благодарность и отчаяние одновременно. Кора сжала руку мужа перед введением анестезии. «Все будет хорошо, любовь моя. Скоро наш малыш будет здесь. С тобой, пожалуйста, заботься о нем как следует». Пробормотала она, и слабая улыбка тронула ее губы, как будто она предвидела надвигающиеся события, изо всех сил сдерживая слезы. Молодой человек хрипло ответил: «Мы сделали это, любовь моя. Скоро он будет в наших объятиях». Когда началась операция, в палате воцарилась тишина. Действия медицинской бригады были тщательными, но быстрыми. Джейсон, все еще находившийся рядом с женой, с надеждой наблюдал за происходящим. После мучительной недели, наполненной страданиями и тревогой, их ребенок должен был скоро родиться, и безопасность его жены была неизбежна, однако у судьбы были другие планы. Они слишком долго медлили, и Джейсон почувствовал, как рука его жены внезапно ослабла, и повернулся, чтобы посмотреть на нее. Он заметил, что ее глаза затуманились, и одинокая слезинка скатилась по щеке. «Любовь моя». Он нежно прошептал это за мгновение до того, как самый леденящий душу звук, который он когда-либо слышал, заполнил пространство. Взгляд Коры стал пустым, когда, если бы ее дух покинул нас, раздался бы неумолимый пронзительный звуковой сигнал мониторов. В комнате воцарилась зловещая тишина, и этот звук подтвердил немыслимое. Джейсон схватил Кору за руку, увидел ее безжизненные глаза и тело и погрузился в глубокое отчаяние. «Ну же, Кора, нет, 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 любовь моя, пожалуйста, очнись!» Он умолял. Он молил ее, обхватив бледные щеки жены ладонями, и его собственные слезы лились ручьями, не сдерживая их. Бригада медиков на мгновение остановилась. Они были явно потрясены, как будто их физически ударили. На каждом лице отразились глубокая печаль и беспомощность. На мгновение взгляд Элис затуманился от подступающих слез, и ее захлестнули разочарование и ярость. Она осознала, что ранее принятое решение. Кесарево сечение могло бы спасти и ее ребенка, и супруга, но траур был роскошью, которую они сейчас не могли себе позволить. Новорожденные все еще нуждались в нем. «Мы должны продолжать!» – кричала она. Ее голос срывался от напряжения, когда она ловко работала руками, стерильный звуковой сигнал мониторов и резкие хирургические лампы отбрасывали строгий свет, подчеркивая серьезность момента. А Джейсон, рыдая, нежно обнял свою жену, прижался лбом к ее лбу и со слезами на глазах прошептал: «Я люблю тебя». Как всегда, с другой стороны стекла Хлоя наблюдала за сценой, разворачивающейся в операционной. Ее глаза были широко раскрыты. Лицо побледнело, как будто она изо всех сил пыталась осознать открывшуюся перед ней реальность. «Нет», – пробормотала она дрожащим голосом, когда по ее щекам потекли слезы. Шок приковал ее к месту. Рот открылся от ужаса, ноги подкосились, заставив прижаться к стене в поисках опоры, когда до нее дошла суровая правда. Казалось, она полностью осознавала серьезность обстоятельств.
Комната была заполнена скорбящими, и каждая минута тянулась бесконечно. Пока нежный плач не разорвал мрачную атмосферу, первые звуки новорожденного не рассеяли царившее уныние. Отец, все еще глубоко опечаленный, смотрел на младенца, и по его лицу текли слезы. В этот момент он осознал болезненную необходимость расстаться со своей возлюбленной. Это когда он держал в руках последнюю частичку ее, своего ребенка. Элис ненадолго прижала малыша к себе, прежде чем передать его Джейсону. «Поздравляю, папа, он красивый и здоровый», – сказала она. Джейсон принял своего сына без особой заботы. Как будто он держал в руках самое хрупкое сокровище, в его припухших от слез глазах смешались счастье и горе. Когда он поцеловал сына в лоб, его слезы увлажнили нежную кожу ребенка. «Ты все, чего она хотела», – тихо пробормотал он, укачивая новорожденного. Окружающие не могли скрыть слез, понимая, что эта новая жизнь также стала напоминанием о тяжелой утрате. На улице стояла Хлоя. Ее руки дрожали, а сердце переполняли угрызения совести. Смерть ее дочери была прямым следствием ее собственных действий. «Если бы только я позволила этому случиться, если бы только я не вмешивалась», – прошептала она про себя, охваченная сокрушительным чувством вины. На протяжении всех похорон он прижимал к себе сына, ни разу не взглянув в сторону своей тещи. Он знал, что Хлоя может попытаться связаться с ним снова, но он исключил любую возможность примирения. Не в силах простить ей ее роль в трагедии, она стала причиной отсутствия его жены. Духовный лидер ежедневно боролась с чувством вины за потерю дочери, с постоянной болью, напоминающей ей, что, согласись она на операцию, Стори Кора, возможно, была бы все еще жива. А Джейсон тем временем посвятил себя воспитанию своего сына так, как представляла себе Кора. «Ты будешь освобожден, дитя мое. Свободен для исследуйте, мечтайте и лелейте, всегда осознавая глубокую любовь вашей матери к вам». Если после просмотра истории выше у вас появились какие-либо мысли, не стесняйтесь поделиться своим мнением в разделе комментариев. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь нашим каналом, на котором все о сегодняшних историях. Увидимся в следующий раз.